Срочные новости. Из достоверных источников стали известны сенсационные новости. Всем известная Кабаева Алина Маратовна, российская спортсменка, политический деятель, а по совместительству любовница, всеми уважаемого президента Владимира Владимировича Путина, рассказала шокирующую правду про их отношения. Несколько месяцев она уже находится за пределами России, а все, потому что наш глава государства не дает ей спокойной жизни. Сколько слухов было про их отношения и скандалов. Но теперь стало известно все, почему Кабаева улетела за границу, что с их совместным сыном, почему она не хочет возвращаться к Путину. Все началось с начала этого, 2020 года, на пике их обсуждаемой жизни. Между ними были регулярные ссоры, и это выходило за рамки, по словам самой Кабаевой. Изначально все обходилось словами, но, видимо, на почве пандемии Путин не выдержал и последовал истине, своей любимой цитаты «Если драка неизбежна, то бить надо первым». Это был первый раз, когда Путин ударил Кабаеву, после чего же это происходило на постоянной основе. Вот какой человек у нас находится у власти. В течение месяца Кабаева терпела это, но после просто физически и морально не смогла это выдержать и сказала Путину, что не желает больше с ним находиться и заберет сына. Путин же был против этого, самой Алине он сказал выметаться из дома, но сына она с собой не заберет. Кабаевой же ничего не оставалось, как уйти на какое-то время из дома. Услышав эту историю, уже нельзя ничему удивиться, разве это не ожидаемо? По поведению главы нашей страны видно, что он немного неадекватен и ведет себя довольно странно, но даже это не разрушит давно устойчивую иерархическую политическую систему, построенную на воровстве и вранье. Путин же в свою очередь пытался сделать все, чтобы эта информация не попала никуда, он контролировал Кабаеву даже за пределами страны, но Алина Маратовна оказалась не такой простой, как думал Путин, и смогла скрыться от, как оказалось, не такого и вездесущего муженька. Но стоит отдать ему должное, об этой информации мы смогли узнать только через полгода, даже более. Вот что действительно умеет Путин и его окружение, так это скрывать от всех правду. Но мы уже привыкли и удивляться нечему. Сын же сейчас находится в засекреченном месте, о месте его нахождения знает только Путин и несколько человек, которые сопровождали его сына до засекреченного места. Неужели и его сын — это какой-то перспективный его проект, который-то хочет выдержать и потом пустить в бой? Остается только ждать и смотреть. Стоит также сказать, как мы узнали об этой информации. Наши уже родные и надежные инсайдеры смогли разузнать об этом из иностранных источников. Сразу же после известия, что Кабаева находится в России, все иностранные СМИ начали поиски девушки, чтобы докопаться до истины, что у них и получилось, к счастью. Мы же в свою очередь немного подсуетились и смогли разузнать об этом как можно больше. И для полного убеждения, что это правда и не фейк, связались с несколькими иностранными источниками. Можно вас уверить, что скоро об этом будет знать вся страна, вот тогда и посмотрим, что будет делать Путин. Также в интервью Кабаева высказалась, что намерена вернуться в Россию и забрать своего сына, но это только начало, после она заставит Путина понести наказание за все деяния, которые он причинил ей и их сыну. Кто бы мог поверить, что такой хладнокровный, бесчувственный и жестокий человек, как Путин, мог подчиниться своим чувствам и инстинктам и подставить самого же себя. Он поставил под удар все, что он делал годами, скоро он потеряет все, репутацию, власть, деньги, а самое главное в этой истории, он потеряет сына, которого только мучает. Данная история доказывает только одно, что всегда побеждает добро и справедливость. Он даже не смог нормально отнестись к своим близким, что привело к провалу. Хотя это было закономерно, ведь сколько он всего совершил. За что-нибудь он когда-нибудь понес наказание, и это произошло, на удивление, раньше, чем ожидалось. Можно сказать одно: нас ждут большие перемены, как в обществе, так и на вершине политической деятельности, что заставляет радовать. Даже не верится, что русский народ может зажить нормально. Кто в это мог бы поверить хотя бы месяц назад? Мы уверены, что никто. Но справедливость в мире есть, и поэтому остается только надеяться на быстрые перемены и что все виновные будут наказаны. Берегите себя и своих близких, а самое главное — свое здоровье. Просим вас поставить лайк и подписаться на наш канал, мы это делаем только ради вас.